низ подпекся. Смотрите, печеный низ. Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня предлагаю вам посмотреть рецепт по приготовлению домашнего хлеба на опаре Polish. Опара Polish – это опара, которая выстаивается в течение 12 часов с полграмма дрожжей. Запах обалденный стоит в комнате. Опара Polish – это минимальное количество дрожжей. Нам нужно отвесить грамм дрожжей. Как я это делаю? Беру пачку 100-граммовую дрожжей, делю примерно ее на несколько частей. Так, 12 грамм. И еще напополам будет где-то 6 грамм. Потом еще делю эти 6 на 3 грамма. Это будет 1 грамм. Полграмма дрожжей, я думаю. Может быть, чуть больше. Вот такой кусочек. Эти мои полграмма дрожжей допустимо до 1 грамма. Так что можете не переживать, если у вас будет чуть больше. Берем 200 миллилитров воды. Простая вода комнатной температуры. Берем емкость, выливаем растворимые эти дрожжи в воде. (200 миллилитров воды, полграмма дрожжей и 200 грамм муки высшего сорта. Пшеничная мука высшего сорта. Делаем стопроцентную опару, стопроцентной влажности. И оставляем эту опару на 12 часов. Можно больше, до 16 часов. Перемешиваем все хорошо. Объединяем. Вот она такая жидкая. Все, отбираем с боков. Накрываем пленкой и оставляем минимум на 12 часов. Просто наверху при комнатной температуре. Все оставляем при комнатной температуре на 12 часов. Доброе утро всем. Прошло 12 часов. Вот такая наша опара стала. Вот она такая. Бродила 12 часов. Очень хорошая опара. Видите, какая? Прямо дышит. Сейчас мы замесим на ней тесто для хлеба. Дальнейшего замеса теста нам потребуется 200 миллилитров воды комнатной температуры, обыкновенная чистая вода, 400 грамм муки пшеничной высшего сорта, 1 столовая ложка семян, у меня семя льна, и 1 чайная ложка или же 12 грамм соли крупной морской. Соль я всыпаю в воду, перемешиваю до полного растворения соли. Видите, как опара дышит? Я ее перемешала, и вот прошло буквально минута, пока я добавила соль в воду. Она прямо живая. Видите? Пузырьки. Вот вам и полграмма дрожжей. Казалось бы, что могут сделать полграмма дрожжей? Все, соль наша растворилась в воде. Мы добавляем ее в опару и перемешиваем. Объединяем. Она сейчас будет очень плохо объединяться, не хочет объединяться с водой.
Перельем в большую емкость. Опара наша пахнет такой легкой кислинкой хлебной. Все, она объединилась с водой практически. Теперь добавляем постепенно 400 грамм муки. Можете добавить 350 грамм высшего сорта и 50 грамм ржаной. Сегодня у меня чисто мука из высшего сорта. Хлеб будет пшеничный. И добавляем 1 столовую ложку сахара. Замешиваем тесто жидкое. Замешиваем жидкое тесто, такое приставучая липучая крупа. У меня мука универсальная, пшеничная, Барановичского хлебозавода, по-моему, он так называется. В этой муке 11% белка. Это очень хорошая мука. Для выпечки я ее всегда использую. Да, Барановичский комбинат хлебопродуктов. Вот такая, господар. Здесь не написано, какой сорт, какая марка. Некоторые хозяечки думают, что непонятна мука. На самом деле берите и не сомневайтесь. Выпечка идеальная. Это никакая не реклама муки, это совет от души. Замешиваем тесто наше. Перемешиваем наше тесто 5 минут. Оно вот такое прилипучее, но все равно мы его перемешиваем. Так, перемешиваем. Оставляем наше тесто на полчаса на автолист. Пускай оно тут постоит, подумает, и потом нам будет легче с ним работать. Полчаса. Видите, оно объединилось хорошо. Отстает уже от стенок. Все, накрываем и ждем 30 минут. Все, наше тесто постояло полчаса. Сейчас мы его замесим аккуратно. Оно уже будет легко формироваться. Видите, как оно уже растягивается хорошо. Уже начала клейковина развиваться. Разминаем его. Чуть-чуть подпылим мукой. Только лишь для того, чтобы легче нам было работать. Без фанатизма. Оно уже приятное в работе тесто. Видите, оно уже растягивается, видите? Оно не рвется. Клейковина уже хорошо работает. Все. Через 30 минут можно еще его один раз обомять, растянуть. Теперь мы его кладем обратно в форму и оставляем еще минут на 20, на 30.
Все, наше тесто постояло 20 минут. Сейчас я его растяну еще один раз и оставлю подниматься, чтобы он поднялось в 2-3 раза. Где-то часа на 2 примерно. Не будем его трогать. Видите, оно уже отлипает от миски. Теперь мы его оставляем на 2-3 часа. Я затяну пленкой. Прошло 2 часа. Видите, полная миска у нас. Вот оно такое замечательное тесто. Видите, как расстоялось хорошо. Запах такой приятный, хлебный, легкая такая кислиночка, легкая совершенно. Дрожжами вообще не пахнет. Кто не любит дрожжи, ну тут муки, конечно, чтобы вам легче было, подсыпайте, потому что без муки не обойдемся мы с вами в этом случае. Все, слаживаем. Все, вот такой у нас хлеб получился. Растаиваться он у меня будет вот такой формы. Я застелила пергаментной бумагой. Посыплю хорошо мукой. Пускай стоит, поднимается. Примерно где-то в 2-3 раза. Прошел 1 час. Хлеб наш расстоялся. Смотрите, какой великолепный такой. Целая миска его тут выросла. Сейчас мы его надрежем, чтобы он у нас не лопнул в ненужном месте. И так сбоку сделать такой надрез. Такой полумесяц. Поглубже. Духовой шкаф разогрет 40 градусов. Там у меня разогрета сковородка чугунная. Я беру и ставлю наш хлеб в сковородку. Также на дно я ставлю емкость с горячей водой. При температуре 240 градусов мы выпекаем 15 минут. Потом достаем воду нашу, которую мы поставили на дно для водяной бани, и уменьшаем температуру до 210 градусов. Хлеб выпекается 15 минут. Смотрите, какой он красивый. Я достаю отсюда воду и уменьшаем температуру 210 градусов. И еще печем до готовности минут 30, может 35. Как уменьшили температуру, хлеб выпекался 35 минут. Смотрите, какой красивый получился. Я думаю, он уже готов.
Первый признак испеченного хлеба — это глухой звук. Слышите? Тук-тук. Все, выключаем. И низ подпекся. Смотрите, печеный низ. Освобождаю. Пускай остывает. Чтобы корочка была мягче, я его немножко разбила обыкновенной водой чистой. Или можно накрыть влажным полотенцем.